Привет, пилоты! Мы уже рассказывали о том, как можно изменить настройки управления самолетом под себя. Сегодня двинемся дальше. Заглянем в расширенные настройки мыши. Посмотрим, что такое пресеты и чем они различаются. В настройках управления щелкните на кнопке «Расширенные настройки мыши». У вас есть возможность изменить параметры вручную, передвигая ползунки, или воспользоваться одним из готовых вариантов настроек, так называемых пресетов. Стандартный вариант настроек установлен по умолчанию. Он обеспечивает максимальный комфорт при маневрировании в горизонтальной плоскости. Хорошо подходит начинающим пилотам, которые впервые столкнулись с боями в трехмерном пространстве. Чтобы управлять самолетом, достаточно направлять курсор в нужном направлении. Следующий вариант настроек мыши — свободный. Его основное отличие от стандартного — поведение камеры при маневрировании. Она не пытается крутиться вокруг вертикальной оси, только по горизонтали. Это позволяет более точно вести цель при пикировании или на свечке. Пресет подойдет пилотам, которые освоились в воздушных схватках, любят бой на вертикалях и уже не теряют в свалке вверх и низ. Для игроков с опытом, искушенных и требовательных к качеству управления, идеально подойдут гибридный и векторный варианты настроек. Но в отличие от стандартного и свободного, на этих пресетах крайне трудно вести бой без использования кренов с клавиатурой. Здесь они не дополнение, а необходимость. Максимальный контроль над самолетом дает векторная мышь. Машина четко и очень быстро реагирует на команды. Этот пресет дает возможность показывать уровень пилотажа, недоступный при других настройках. Но все имеет свою цену. Повышенная отзывчивость самолета затрудняет прицеливание. Здесь довольно сложная для новичка система управления. Например, игрок вектором задает не только направление виража, но и его скорость. Чтобы раскрыть возможности этого пресета, нужен опыт и время. Здесь не получится, как при стандартном варианте настроек мыши, начать уверенно сбивать противников уже через пару десятков боев. Гибридные настройки мыши совмещают в себе контроль, как у векторного пресета, и наведение на цель, как у стандартного. Настройки любого из вариантов управления можно изменить в комфортную для себя сторону. Параметры собраны в несколько групп: камера, рыскание, тангаж, крен и дополнительные. Рассмотрим их подробнее. Выбирая привязку камеры, вы изменяете способ управления самолетом. Вариант к горизонту использован в стандартном пресете. Камера привязана к мировой системе координат. Ее крен зафиксирован по горизонту. Игрок указывает камерой на точку в пространстве, куда двигаться самолету. Такая привязка подойдет игрокам, которые хотят получить простое управление при хорошем обзоре. В режиме «Свободная» камера может крениться относительно горизонта. Ее поведение мы уже рассматривали, когда говорили о пресете «Свободный». Режим к самолету более симуляторный, используется в векторном и гибридном пресетах. Камера жестко следует за самолетом. Крен камеры привязан к крену самолета. Инерция камеры определяет скорость реакции камеры на движение мышью. В режиме привязки к горизонту и «Свободная» от этого параметра зависит, насколько она будет отставать от указателя. В крайне левом положении ползунка камера к нему жестко привязана. Указатель всегда находится в центре экрана. В крайне правом положении камера будет от него сильно отставать. Когда камера привязана к самолету, ползунком регулируется ее занос на виражах. Крайне левое положение — камера жестко привязана к самолету. Крайне правое — заметно отстает. Ползунок — область выравнивания камеры. Работает только в режиме привязки «Свободная». Регулирует размер области, в которой камера будет выравниваться по горизонту. Если установить минимальное значение, выравнивание произойдет только тогда, когда прицел полностью притянется к указателю курса. А можно сделать так, что это будет происходить в более широком диапазоне. Задержка выравнивания и скорость крена камеры. Обе настройки регулируют скорость возврата камеры в горизонтальное положение при маневрировании. Настройки крена помогают пилоту при управлении мышью. Если их отключить, то управление будет зависеть от вас самих по максимуму. Скорость выравнивания и размер области выравнивания регулируют выравнивание самолету по горизонту. Интенсивность крена определяет, насколько агрессивно наклоняется самолет на виражах. Глубина переворота позволяет настроить область, в которой самолет выполняет снижение с переворотом. Дополнительные настройки помогают управлять самолетом в экстремальных ситуациях. Автоматические закрылки работают на крутых виражах и помогают совершить их за меньшее время. При плавном развороте они не включаются.
Если умеете пользоваться закрылками в ручном режиме, опцию можно отключить. Ограничение крена у земли срабатывает при выполнении виражей на крайне низких высотах, меньше 20 метров. Опция корректирует крен самолета так, чтобы он не зацепил крыльями землю. Полезная вещь для штурмовиков, значительно упрощает контроль. В разделе «Рысканье-тангаж» всего одна настройка — размер области ведения. Она влияет на размер круга, в котором перемещается курсор при настройках мыши векторная и гибридная, или в случае привязки камеры к самолету. Этот параметр определяет область, в которой работает кривая зависимость ведения. С помощью кривой регулируется поведение самолета при отклонениях мыши. Вертикальная ось задает тип поворота. Если маркер в верхней части сетки, самолет доворачивает в указанную точку и останавливает вращение. Если в нижней, продолжает вращение. Горизонтальная ось задает угол между курсором и направлением самолета. Чем левее, тем меньше угол. Рассмотрим на примерах, как меняется поведение самолета при изменении кривой. Установим гибридный пресет. С помощью кривой можно регулировать дотягивание в центр. Поставим все точки вниз и получим чистую векторную мышь. Если все точки вверху, это будет только дотягивание в точке. Когда мы поставим крайнюю правую точку вниз, то получим вариант, когда в центре есть дотягивание, а на краях векторная мышь. Чтобы подобрать удобную конфигурацию, придется поэкспериментировать в тренировочных боях. Это займет некоторое время, но окупится комфортом в полете. Пробуйте и удачи в боях!